Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный пирог в форме плетенки. Он будет на творожном тесте и с грибной начинкой. Готовится очень просто, получается вкуснейшим и подходит для празднования еврейского праздника Шавуот. Для теста нам понадобится 250 граммов творога, 2 яйца, чайная ложка соли, 40 грамм растопленного, но не горячего, теплого сливочного масла. Все размешиваем венчиком. Если у вас творог комочками, лучше его протереть через сито или погружным блендером. Сухие компоненты: 260 граммов муки и 10 граммов – это пакетик разрыхлителя. В 2 приема в миску просеиваем сухие компоненты и замешиваем тесто. Пошаговый рецепт и в граммах, и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл. Долго не месим, просто собираем тесто в шар и убираем в холодильник на 30 минут, чтобы оно отдохнуло. А пока готовим начинку. 2 небольшие луковицы нарезаем маленьким кубиком. В сковородке разогреваем 3 столовые ложки растительного масла и на среднем огне обжариваем лук до золотистого карамельного цвета. А пока лук жарится, нарезаем 500 граммов грибов, шампиньонов. Они у нас называются портабелло. На средние кусочки. Не забываем перемешивать лук, чтобы он не подгорел. Вот такой золотистый у нас стал лук. Убираем его в отдельную мисочку. И на этой же сковородке, не добавляя растительного масла, на сухой сковородке обжариваем грибы на огне выше среднего до полного испарения жидкости. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Жидкость у нас полностью испарилась. Возвращаем лук в сковородку к грибам, убавляем до маленького огонь. И теперь еще один компонент нашей начинки секретный – это плавленый сыр. У меня 90 грамм вот таких плавленых сырков треугольных. Нарезаю их на кусочки и отправляем в сковородку на маленьком огне. Все время помешиваем, чтобы начинка у нас стала однородной, сыр полностью расплавился. Обязательно нужно добавить молотый черный перец и соль. Количество соли зависит от того, насколько соленый у вас сыр. Обязательно попробуйте начинку, она вам должна нравиться по вкусу. Я перекладываю начинку на плоское блюдо, чтобы она побыстрее остыла. Она нам нужна комнатной температуры. Прошло полчаса. Рабочую поверхность подпыляем мукой, достаем наше тесто из холодильника. И теперь нам нужно его раскатать в прямоугольник величиной примерно 35 на 25 сантиметров. Толщина пласта должна быть не больше, чем полсантиметра, то есть где-то 3-5 миллиметров. Раскатывается тесто очень легко, оно приятное в работе, эластичное такое. После того, как мы раскатаем тесто в прямоугольник, перекладываем при помощи скалки пласт теста на противень, выстеленный пекарской бумагой. И на нем мы сейчас будем собирать нашу косицу. Вот такой у нас пласт теста получился. Визуально делим наш прямоугольник на 3 части. И на середину выкладываем всю начинку. Распределяем ее равномерно, аккуратно, чуть-чуть не доходя до краев. Теперь я ножом для пиццы делаю надрезы с обеих сторон. Будем плести косичку. Посмотрите, как это делается. Подворачиваем край теста и плетем вот так наискосок косичку. Как видите, все очень просто, несложно. Тесто очень приятное в работе. Начинка тоже так хорошо держится, не рассыпается. За счет плавленого сыра опять подгибаем. И уже до конца плетем нашу косичку. Смазывать мы будем косичку смесью желтка и столовой ложки молока, чтобы наша косица была румяной, глянцевой, красивой для праздничного стола. Сверху я посыпаю кунжутом. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь пирог до румяности 35-40 минут. У меня он пекся до румяности в духовке моей 40 минут. Посмотрите, какой он красивый. Даем ему остыть на решетке. И сейчас мы его будем разрезать и пробовать. Он у меня такой чуть теплый, он такой мягкий, он такой красивый, режется он прекрасно. Посмотрим, что у нас в разрезе. Вы видите,
Какое пышное воздушное тесто и много сочной грибной сливочной начинки. Пробуем. Друзья мои, как же это вкусно. Приготовьте. И я хочу пожелать, чтобы праздник Шавуот был мирным и вкусным.